Друзья, приветствую вас. Дневной обзор, курс доллара, курс рубля, курс евро. Давайте рассмотрим, что там происходит и как это влияет на котировки нашей валюты и акций. Так, друзья, ну давайте доллар, рубль, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, вот я с утра предполагал, в обзоре говорил, что пойдет движение на 70,8. Такое движение совершилось. Ну, там едва коснулись, и потом после этого пошел отскок и рост. Я вообще думал, исходя из того, какая ситуация с ценами на нефть, что мы ну, вот либо сюда сходим, отскочим, и, соответственно, будем где-то вот в этом диапазоне ходить. Но сами видите, то есть ситуация, она непредсказуемая. И как, соответственно, я раньше обращал ваше внимание на той неделе, что по факту проведения голосования, окончания полугодия, вожжи закусит и все полетит. И мы, собственно говоря, это и наблюдаем. Но, смотрите, там вот я показывал, вот видите, вот эти вот волшебные манускрипты по фьючам, в общем-то, они вполне нормально, адекватно сработали. То есть юрлица шорты держали по рубль-доллар, то есть ожидали, что рубль будет укрепляться. Ну и вот на открытии мы с вами и видели, что первый час рубль, в общем-то, и укрепился. Он сходил до первой цели, которую я обозначил вам в обзоре, 70,8. И дальше эту цель не пробили, от нее, соответственно, пошел безудержный рост доллара. Вот. Но нефть держится достаточно высоко, евро растет к доллару. Здесь, судя по всему, присутствует какой-то крупный покупатель, потому что достаточно большой объем сделок, если сравнивать с тем, что было ранее. И потом вот этот вот задерг, он как бы обычно специально делается для того, чтобы по более выгодной цене приобрести валюту. Вот. И после этого, соответственно, пошел рост. Сейчас как бы мы дошли до некоего значения волшебного, и, соответственно, от этого значения мы должны либо отбиться и пойти, должно развиться укрепление рубля к доллару, ну при такой нефти, по крайней мере. Либо если мы это значение пробиваем, то следующая цель движения 74-75. Так, ну вот сейчас у нас идет попытка скорректироваться в паре доллар-рубль. Давайте мы рассмотрим другие индикаторы, другие различные моменты, которые влияют на ход котировки для того, чтобы понять, куда ему, в общем-то, наиболее целесообразно идти отсюда. Ну да, в общем-то, здесь как бы и финанс, он пишет, что таинственный скупщик валюты уронил курс рубля. Но, понимаете, на самом деле, я думаю, появление таинственного скупщика валюты – это следствие тех процессов, которые объективно происходят. То есть тем, что сгущаются тучи. Вот и все. Можно даже не гадать вообще и голову не забивать этой ерундой, кто это там, Игорь Иванович, Василий Петрович и так далее. Смысла в этом никакого нету. Два только момента эффективных. Это либо просто купить валюту и с ней сидеть, или на откатах покупать, когда растет, продавать. Там забивать голову, кто там чего и как делает, это абсолютно, с моей точки зрения, позиция, она для дела она особой роли не играет. То есть, да, потом там когда-то напишут, как в 2014 году, что там такая-то нефтяная компания, она обвалила рубль. Но нам от этого с вами не будет ни горячо, ни холодно. Так, ну по нефти у нас все идут бадания с вот этим волшебным уровнем 43.93. Сейчас вот был откат коррекционный, и от текущих значений, если в ближайшее время мы не увидим пробития вот этого значения, возможно, то есть вот здесь у нас проходит определенный уровень, если он будет пробит, то нефть она посыпется и цель движения будет 42. Отсюда сейчас вполне вероятно будет движение с попыткой потестить вот этот уровень и более высокий уровень. Вот. Ну, если, соответственно, сейчас здесь разворотная формация, то я думаю, вот сюда мы точно сходим, может быть повыше. По нефти 12 июня в Telegram я вот такой пост размещал. Соответственно, здесь я просто прикинул, исходя из затрат, которые могут быть в ходе добычи и транспортировки, то есть при какой стоимости брента американский сланец уверенно задышит. У меня получился диапазон 42-48. Вот, но как видите, вот мы 42-гэп на 44-45 не можем никак преодолеть. И, по-видимому, это как раз связано с тем фактором, что как бы вот уже при приближении к 42 по бренду начинает просыпаться американский сланец и добыча в Америке.
И это, соответственно, приводит к тому, что так или иначе рынок начинает насыщаться, а спрос не растет. И поэтому, как бы, вот я думаю, это значение 42, но определенным дедлайном послужит. Ну, даже диапазон 42-45. И поэтому, конечно, по технике там задерг в диапазон 45, 57, 47-57 вполне может быть. И сначала закрытие гэпа на 45. Но я полагаю, что пока не произойдет реального восстановления экономики и потребления энергоносителей, вот этот вот задерг, если он и будет, он будет коротким, и после этого пойдет откат нефти, и мы, ну, наверное, где-то и будем держаться в диапазоне 37-42. Вот. Но сейчас как бы мы в верхней части, в районе 42,2, 43,5 ходим. Вот. Но в дальнейшем, то есть я думаю, будет тестирование сейчас, скорее всего, верхней границы, потом уже, когда верхнюю границу потестим, пойдет движение к магическому уровню, который 39,7. Вот. Ну а сейчас, сегодня, я думаю, здесь вот будет разворотная формация, и мы пойдем вот сюда, к верхней границе. Но опять же, я не маг-прорицатель, то есть у меня есть такое видение, это не значит, что 100%, что оно так и будет. Опять же, по доллару и евро, то, что я с утра вам показывал, рассказывал, то есть да, там одна часть сработала, 70,8 дошли, потом отрикошетили. Но опять же, я полагал, что там будет диапазон консолидационный, то есть мы вот от 78 наиболее вероятный сценарий отрикошетим, будем торговаться, но видите, как пришел большой мамонт и всех повыносил. Ну, такое случается. Так, друзья, ну вот смотрите, возвращаясь к новому показателю RGBI, дневной таймфрейм, вот смотрите, у нас ослабление рубля к доллару и евро происходило не так, как происходило снижение индекса ОФЗ. И поэтому здесь действительно следует вывод, что пришел какой-то крупный игрок, который скупал валюту. Потому что такого глобального выхода с ОФЗ сегодня не было. Да, немножко просели, но, судя по всему, кому-то требовалась валюта либо для текущих каких-то нужд, либо в дальнейшем для выплаты дивидендов или для того, чтобы в схрон ее положить. Вот. И поэтому, я думаю, в ближайшее время мы такие движения по паре доллар-рубль, рубль-евро будем наблюдать достаточно часто. Так, давайте вернемся к доллар-рубль, часовой таймфрейм, USD Tomorrow. Смотрите, вот здесь какой момент есть. Сейчас, ну, нефть, она, возможно, пойдет вверх. Вот. Помимо всего прочего, видимо, то, что необходимо было сделать, то есть купить объем, эта задача была выполнена. Вот. Поэтому дальше здесь, наверное, будет аналогичный сценарий, как мы до этого наблюдали. То есть сейчас должен быть откат. Какая может быть цель отката? Цель отката, скорее всего, будет вот этот диапазон 71,7, 71,65. Если он будет пробит сейчас на растущих объемах, то отсюда пойдет возврат, цель которого будет вот сюда вот сходить. Вот сюда вот сходить, если здесь не закрепляется, не начинается проторговка, идет движение, то тогда, скорее всего, пойдет опять тестирование вот этого уровня 78. На самом деле, с учетом того, то есть, ну, что здесь видно, что кто-то закупался очень крупно, вполне может быть и существенный откат. И поэтому в плане цены лучше ориентироваться на пробитие вот этих значений. То есть если здесь он пробивает 71,7, 71,65, объем начинает расти, то скорее всего будет задерг сначала сюда. Если здесь начинает объем расти, то следующая цель движения это 70,8. И потом, если здесь начинает расти объем при достижении, пойдет, скорее всего, движение вот сюда и вот сюда, в этот диапазон. Ситуация неравновесная, то есть видно здесь сразу и по объему, и по движению, что действительно кто-то пришел покупать, крупный покупатель, который просто смел, ему нужна была валюта. Фактор это очень настораживающий, с одной стороны. С другой стороны, не подтверждается выходом из ОФЗ, то есть это просто значит кому-то валюта нужна. Но с учетом текущей ситуации, здесь, я думаю, более вероятно, что просто кто-то знает о том, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. И крупный игрок, он заранее закупает валюту. Вот. Поэтому нам с вами это, конечно, подмога. То есть как только откатывается, имеет смысл покупать, даже, я думаю, вот отсюда. 71, 65, 71, 70. Вот. Но если внутри дня торгуете, стопы надо ставить.
Если вы хотите закупиться и держать, то здесь плечи лучше не оставлять, потому что это очень рискованно. Ну и здесь надо держать в голове, что если сейчас какие-то события с санкциями и так далее начнут развиваться, и мы вот это вот пробиваем, волшебный диапазон, который 72, но здесь на самом деле 72,1, 72,2, по-моему. Вот. И если идет проторговка выше этого значения, то у нас первая цель движения это 74, а вообще там мы должны дойти где-то до 75. Точнее, там даже диапазон получается 73,5-75. Вот при приходе в этот диапазон, если не будет пробития на объеме 75, мы, скорее всего, на текущий момент развернемся. И, возможно, если нефть будет держаться на текущих значениях, мы увидим корректирующий откат. Но в целом, то есть здесь ситуация предельно ясна. Рубль будет ослабляться. Я думаю, вероятность этого процесса на 99% это точно. То есть, да, есть какая-то вероятность от того, что там доллар там подвергнется инфляции, но не надо на этот счет никаких иллюзий испытывать. Сейчас я вам покажу почему. Вот смотрите, здесь на Bloomberg есть очень интересная статья. Fed's next policy move looks tight to long run view on inflation. Я не буду ее сейчас открывать, кратко и по сути скажу. То есть ФРС сейчас будет смещать акцент на то, что не будет увеличения ставок, пока инфляция не приблизится к 2%. То есть о чем это говорит? О том, что если доллар, то есть как бы фактор, который связан с ростом инфляции, это обесценивание доллара. Потому что покупательная способность так или иначе будет падать у доллара, если доллар будет обесцениваться к другим валютам. И наоборот, если растет инфляция, то, соответственно, здесь возможно движение в валютных парах долларах с евро, там, паундом и швейцарским франком. И в связи с этим, на что стоит обратить внимание, что если действительно пойдет инфляция в Соединенных Штатах, они просто врубят ставки и все. А если они врубят ставки, то начнется рисков, отток капитала с других рынков, и мы можем с вами увидеть очень хорошее укрепление доллара. Поэтому насчет того, что там напечатали столько долларов, что сейчас доллар будет падать и обесцениться, я думаю, что не стоит на подобные вещи делать ставку даже и близко. Так, друзья, по рубль-доллар, я думаю, ситуация ясна. То есть, если в долгий срок и без плеча, уже можно доллар смело покупать. Если внутри дня, то есть делать на что-то ставку, я думаю, сейчас какой-то откат возможен. То есть это будет 78 либо ниже, потому что он должен спустить цену для того, чтобы завтра с утра вот такую же штучку провернуть. Вот. Но вполне как бы движение может пойти и выше 72,1, точнее 72,15, 72,1, 72,15. Но вот пробитие вот этого уровня и закрепление, оно может привести к очень сильному движению и росту. Вот, соответственно, если он пробивается и рост начинается, то можно смело со стопом покупать доллар. Так, далее евро-рубль. Но смотрите, здесь я, конечно, предполагал, что он поболтается в диапазоне. То есть, что особо... Там, собственно говоря, картина и была ясная, что не будет никакого особого укрепления рубля к евро. Вот. Но я все-таки думал, что он где-то вот в этом диапазоне походит, но он, что называется, опережая ожидания, улетел в космос. Так, но если мы дневку рассматриваем, у нас здесь получается следующая картина, что вот от текущего значения до 82 он должен либо откатиться, корректирующий откат, либо он здесь будет донабирать позицию и выстреливать. Потому что при пробитии 82, по аналогии с долларом, там где у него 72,15, отсюда, соответственно, может развиться сильное движение. Но первая цель этого движения, она будет находиться вот здесь вот, в районе 84. Вот, и пробой 84,3 может унести евро-рубль к 90. Вот сюда вот. Вот. Сейчас, с одной стороны, я думаю, такой резкой ситуации, скорее всего, не будет. Но с другой стороны, вы сами видите, как внезапно развиваются события, что я-то, в общем-то, когда на прошлой неделе говорил, что после голосования будет ослабление рубля на следующей неделе, я не предполагал, что будет такая динамика. То есть, видите, какие качели. То есть, сначала с утра спустили, потом
сразу пошел рост. То есть это вот такое движение, оно говорит о том, что идет мощнейший набор позиций. А набор позиций идет перед тем, как существенный рост произойдет. Поэтому если есть рубли, лучше их захеджировать в доллары и евро. Вот. Если есть желание торговать, то внутри дня гонять туда-сюда. Но если дневку рассматривать, то текущий рост он немножко выдыхается, евро-рубль. То есть здесь какая-то должна быть проторговка, возможно даже откат в район 80,5, 83. Ну да, сейчас наиболее вероятный сценарий это либо проторговка, либо откат. Соответственно, цель отката находится вот здесь 83-85, вот сюда, вот этот диапазон. Но если отсюда пойдет добой уровня 82, вот этого оставшегося полрубля, и это будет на растущем объеме и будет закрепление на 82, то отсюда может пойти очень сильное движение к тем целям, которые с вами сейчас обсудили. Вот, я думаю, сейчас будет либо проторговка по евро-рублю, либо отсюда может быть даже какой-то корректирующий откат вот сюда вот. Вот. Но опять же, тут видите, какая волатильность сейчас. То есть волатильность, она предшествует какой-то развязке, какому-то драматическому развитию событий. Поэтому надо либо купить без плеча и держать, или если покупаете с плечом, то, соответственно, обязательно ставить стопы и тейк-профиты. Потому что такой волатильностью без стопов и тейк-профитов можно постоянно терять и получить большой убыток. Все, друзья, спасибо за внимание.